Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первым узнавать о новых видео. Вы также можете поддержать наш канал, нажав кнопку «Присоединиться» рядом с кнопкой «Подписаться». После того, как Сейран сказал «Я снова буду твоей», Ферит убежала из комнаты. Сейран, что я сказал, при этом расплакавшись, Ферит пожалел о заданном им вопросе. Затем Ферит спустился вниз, чтобы поужинать с Дияром и его семьей, и отправил Айшен наверх за телефоном. Сейран рассердилась на Ферит и сама спустилась вниз по телефону. Сейран сказал: «Ферит, ты забыл свой телефон в моей комнате», и сел за стол, чтобы присоединиться к семейному ужину. В это время Абедин, Суна и Казым, желавшие отомстить за прошлое, объединились и составили план по изгнанию Халис Аги из особняка. А Ильяс говорит, что не допустит брака Дияра и Ферита, пока Сейран находится в особняке. Халис Ага также поддержал его и сказал: «Единственное, что нужно сделать, это подождать, пока создания Синана не будут пойманы». После того, как Дияр и ее семья ушли, Хатидже, которая говорила с Казым Эсми о словах Суны, не знала, что делать. Гульгун также спросила сына о том, что произошло между ним и Сейраном. В то время как Ферит злится на слова матери «Ты любишь Сейрана», Гульгун также использовал следующие утверждения. Даже эти движения кричат громко. «Я очень люблю Сейрана, но я также очень зол». Увидев его в саду, Сейран сказал: «Что ты пытаешься сделать? Тогда вы не будете задавать вопросы, на которые не сможете ответить». «Вы получили ответ, удовлетворено ли ваше эго?» — крикнул он. Отводя ее в сторону, Ферит сказал: «Между нами все кончено». «Такого разговора не было, забудьте об этом», — сказал он. Сейран, который не принял этого, сказал: «Мне бы хотелось, чтобы ты меня не спасал. Почему вы задаете такие вопросы и сбиваете меня с толку?» — спросил он. Ферит сказал: «Сейран, нам с тобой очень надоест, нет другого выбора, кроме как принять это. Я выйду замуж за Дияра. Вот почему ни мои вопросы, ни ваши ответы не важны». Сейран сказал: «Правда, Ферит». «Тогда отпусти мои руки», — сказал он. На следующее утро, спускаясь завтракать, Сейран посмотрел на слова Хатидже «Говори, что хочешь, девочка», и сказал: «Я люблю поесть». «У меня легко течет кровь», — ответил он. Когда Ферит сказал, что пойдет на семинар, Сейран сказал, что пойдет с ним. В это же время в особняк пришли Суна и Абедин. Подчеркнув, что ему нужен особняк, Абедин сказал: «Если вы не хотите, чтобы я приехал сюда с полицией, вы немедленно отдадите мне особняк». Хотя все, особенно Сейран, были шокированы, Абедин и Ферит подрались. Сейран, которая после инцидента разозлилась на них обоих, захотела поговорить со своей сестрой. «Сейран, что ты делаешь, сестра? Хотя я не чувствую себя в безопасности в своем собственном доме, как я могу выгнать их из домов, когда Карханы открыли мне свои двери, говоря?» Суна сказала: «Абедин исчезает, сестра. Я уже многое сделал для тебя. Ни у тебя, ни у меня нет никакого греха. Я хочу сделать счастливым мужчину, которого люблю, и способ сделать это через тебя. Либо вы отдадите особняк Абедину, либо Халис Ага сгниет в тюрьме. Примите правильное решение», — сказал он. Вернувшись внутрь, Сейран сказал, что найдет выход из этой ситуации. Ферит и Сейран отправились в мастерскую. Выйдя из особняка, Айшен заметила, что Синан наблюдает за домом, подошла к нему и предложила помощь. Синан тоже принял это. Хотя Сейран был рад видеть, что Мема накрывает себе стол в мастерской, он сказал Фериту: «Ты не хочешь остаться со мной наедине, не так ли?» Сказав это, он запер дверь. Положив ключ в карман, Сейран сказал: «Если посмеешь, брось мне вызов», и сказал, что хочет поговорить. Сейран, который подошел к двери и сказал Мема, что Ферит злится на нее, убедил его и отослал прочь. Сказав Фериту: «Я не хочу, чтобы ты женился», Сейран сказал: «Когда ты задал мне этот вопрос, я сказал, что ты хочешь меня, и когда я дал этот ответ, я сказал, что хочу тебя». Объяснив, что он не смог ей противостоять, Ферит использовал выражение «ни в коем случае», Сейран, пойми сейчас, как причину своего побега. В
тот же момент Гульгун сказала Эсме, что она глубоко видела Сейрана и Ферита, они подобны магнитам. «Влюбленные, никто не сможет их разлучить», — сказал он. Пока Эсме говорила, что решит эту проблему, Дияр тоже все это слышал. Дияр, не зашедшая внутрь, намекнула Гульгун, что она все слышала, и пошла в мастерскую. «Ферит, от этих отношений тебя тошнило. Ты был несчастлив, у нас было не меньше проблем», — сказал Сейран. «Ты все еще злишься на меня, не так ли?» — спросил он. Когда Ферит сказал, что злится из-за того, что он оттолкнул ее от себя, Сейран сказал: «Ты был ценен». «Ферит, почему ты не пришел, когда тебе стало лучше?» Когда он спросил, Сейран сказал: «Ты был с Дияром, я не хотел вставать между тобой». Когда Ферит сказала, что на тот момент они были друзьями, Сейран поняла, что Синан ей лгал. «Ферит, откуда мне знать, что ты больше никогда меня не оставишь? Мы не выберемся снова из беды, мы будем несчастны. Но я буду скучать по отношениям, в которых у меня будет мир до конца жизни», — сказал он. Сейран сказал, что ни один из них не разлюбил друг друга, и сказал: «Если бы кто-то пришел и сказал, что сотрет со мной все эти беды, ты бы это принял», — сказал он. Когда Ферит сказал «никогда», Сейран сказал ему: «Смотри, путь к счастью не проходит через мир. Мы потеряли много времени, Ферит, и теперь ты будешь тратить это время с Дияром. Ты любишь царство, но ты любишь меня. Вы сожжете нас всех троих», — ответил он. Когда они снова стали ближе, Ферит Корхан сказал: «Мы сжигаем всех, когда мы с вами. Сейран — это наше неугасимое состояние». Говоря, царство прибыло. Дияр рассердился и позвонил Фериту, чтобы поговорить с ним. Синан тоже покинул гостиницу. «Я спросил Ферита об отчете прошлой ночи, что видела твоя мать». Дияр спрашивает: «Я устал гоняться за тобой. Либо мне скучно, либо тебе скучно. Если вы немного запутались, отпустите меня прямо сейчас. Не волнуйся, я не упаду, потому что я заслуживаю твоего уважения больше, чем твоей любви», — сказал он. Когда Ферит пошел за машиной, вошел Дияр и сказал Сейрану: «Я знаю, что тебе приходится нелегко. Но не делайте больше ошибок, чтобы избежать новых сожалений в будущем. Вас могут привлечь эти токсичные отношения с Феритом, но Ферит уже давно не вырос, и вам будет грустно. Я не хочу, чтобы вы застряли в своем прошлом и были одни». Ферит пошел дальше: «Потому что вам также следует сосредоточиться на своем будущем», — сказал он. Суна, испугавшись обиденно, заявившего, что вечером придет в особняк с полицией, позвонил матери и сообщил ей об этом. «Пока Эсме беспокоится о Казиме, не радуйтесь, особняк не будет нашим», — сказал он. В то же время Ифакат разговаривал с Арханом об Абедине. Хатидже также предупредила сотрудников, чтобы они не рассказывали Халису Аге о проблеме с особняком на берегу моря. Размышляя о том, что произойдет, Эсме увидела, как Сейран и Ферит подходят к особняку, и сказала: «Пойдем в Газиантеп. Вы с Дияром не можете находиться в одном доме. У нас больше нет причин оставаться здесь». Когда Сейран настоял: «Я не хочу идти», Эсме сказала, что их видел Гульгун. Когда Сейран сказал: «Ферит хочет жениться, чтобы сбежать от меня, потому что я его так расстроила», Эсме очень рассердилась и сказала: «Все кончено. Мы уедем, мы определенно не можем оставаться здесь. Моя дочь не будет вторая женщина в этом доме». Сейран сказала: «Этот брак не состоится», и пошла в свою комнату. Пока семьи Шанлы и Кархана обсуждали за ужином Абедин, Сейран заявил, что Халис Аге не нужно ничего говорить. Когда Эсме сказала: «Делайте, что хотите, а утром пойдем дальше», я приняла решение. Большое вам всем спасибо, вы открыли нам свой дом в наши трудные времена, но я говорю, давайте уйдем отсюда прямо сейчас. Ферит возразил, сказав: «Нет». Эсме также заявила, что хочет поехать в Газиантеп, Казим также поддержал его. Сейран беспомощными глазами посмотрела на Ферита, но когда он промолчал, она встала и ушла. Ферит, преследовавший его, сказал: «Никто не сможет забрать тебя, если ты этого не захочешь». Сейран сказал: «Нет никакой причины держать меня здесь. Какая причина мне оставаться? Скажи мне, чтобы я не уходил». Когда Ферит сказал: «Это место безопаснее, и там тоже есть Суна», он поднялся в смотровую.
Айшен, который был в курсе всех этих событий, также проинформировал Синана. Хотя Казым выступает против решения Эсме, не изменившая своего решения, сказала: «Если понадобится, ты возьмешь Сейран силой. В противном случае забудь меня». Когда Ферит, который не хотел, чтобы Сейран уходил, пошел к деду и объяснил ситуацию, Халис Ага сказал: «Принимай решение, Ферит. Сейран или Дияр? Ты сказал, я выйду замуж, и какой теперь смысл в этом? Держать Сейран здесь. Мы будем на вашей стороне, даже издалека. Мужчина может быть двумя мужчинами. Если он возьмет на себя ответственность за женщину, то в конечном итоге потеряет их обоих. Избыток разрушит гармонию и баланс. Чуть ближе к зеркалу отражается пар твоего дыхания. То, что ты видишь в зеркале, это ты сам. Подойди ближе, Ферит, посмотри в зеркало, там может быть слишком много людей. Давай посмотрим, кто будет тем, кто нарушит баланс», — сказал он. Сейран, которая подошла к матери и увидела, как она собирает вещи, сказала: «Не вставай, мама. Мы никуда не пойдем. Дияр — пластырь для Ферита. Он не женится на ней, он любит меня». Эсме сказала: «Ну, он сказал, я люблю тебя, я не выйду за него замуж. Он этого не сделал, не так ли? Ты не можешь так гордиться. Мы уезжаем завтра». По совету дедушки Ферит встал перед зеркалом, подумал о Сейране и сказал: «Ты не можешь идти». Сейран, который в тот же момент расплакался, подумал о Ферите и сказал: «Если это не наше, почему ты не хочешь, чтобы я ушел, Ферит?» Он задал себе вопрос. Ферит подошел к двери Сейрана, и пока он был в нерешительности, Сейран внезапно открыл дверь. Пока Ферит говорит ему: «Не уходи», Сейран сказал: «Когда я уйду, все проблемы будут решены. Вы сможете сыграть свадьбу». Сейран, который был рассержен словами Ферита, что это за свадьба, когда я думаю о тебе, сказал: «Дайте мне честный ответ, и я останусь», но Ферит только сказал: «Не уходи». Дияр, получивший утром известие об отъезде Сейрана, с радостью пришел в особняк. Сейран заявил, что никуда не пойдет. Дияр пригрозил Сейрану, сказав: «Не превращай меня в того, кем я не являюсь», и сказал: «Если ты думаешь, что тебе нужно защитить это, возможно, это не твое». Дияр заявил, что Ферит застрял в незавершенных отношениях. Тем временем Бетюль пошла поговорить с Халис Агой, чтобы рассказать ему все, что произошло. Абедин одновременно с полицией пришел в особняк. Сейран, который хотел его остановить, заявил, что отдаст особняк, но построит его на Суне. После подписания Абедин велел Карханам пойти и собраться. Однако Сейран заявил, что Суна имеет право владеть особняком и право использовать его, и что Карханы останутся в особняке. Хотя Абедин расстраивается из-за этого, Эсме сказала, что все готовы и они пойдут. Хотя Ферит и Сейран выступают против этого, Казим заставил дочь сесть в машину. Сейран, которая настаивала на том, что она не хочет идти, подчинилась угрозе матери. Ферит протянул ей руку и сказал: «Никто никуда не пойдет. Пойдем, Сейран». Сейран сказала матери, что она права, и пошла к машине. В этот момент Ферит сказал пришедшей к нему Халис Аге: «Дедушка, сделай что-нибудь. Девушка, которую я вижу в зеркале, уходит из моей жизни. Я умоляю тебя сделать что-нибудь». Халис Корхан сказал: «Никто никуда не уйдет. Сейран останется здесь». После этого Ферит побежал, обнял Сейрана и сказал: «Ты никуда не пойдешь. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. Пока.